Библии сказано: Он, Господь, полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его. Ветхий Завет, книга Иова, глава 37, стих 7. Хиромантия принадлежит к числу древнейших форм учения и познания. Изучением хиромантии и свойств ладони занимались еще жрецы в Древнем Египте и Древней Индии. Древнейшую науку хиромантию практиковали и в Китае, Тибете, Риме, Персии. Хиромантией занимались такие великие люди, как Пифагор, Аристотель, Анаксагор, Парацельс, Плиний, Кардамий, Альберт Великий, императоры Август и Цезарь, Сула и многие другие. Многие хироманты когда-то были вынуждены покинуть родину и найти прибежище в чужой стране. Ведь в средние века гадание по руке относилось к черной магии и запрещалось под страхом смертной казни. На руке человека можно прочесть его прошлое, настоящее и будущее. Так утверждают не только хироманты и предсказатели, в этом уверены врачи и даже криминалисты. Руки разных людей отличаются друг от друга так же, как и отпечатки пальцев. В мире не найдется двух человек с абсолютно идентичными ладонями. Учение о линиях и буграх на ладони, хиромантия от греческого слова «хейр» – рука, и мантеия – предсказание гадания, с целью предсказания событий анализирует руку человека, ее ладонь, а также и холмы, бугорки, которые больше всего возвышаются над ладонью. Давайте вспомним, что мы уже знаем о холмах. Еще древние хироманты назвали эти бугорки ладони именем планет, считая, что заложенные в них названия имена богов придают им каждый свое влияние, которое ослабляется или усиливается в зависимости от величины бугорка и от действия находящихся на нем знаков. Если один бугорок ладони выражен сильнее прочих, то все остальные бугорки отдают свои качества в пользу этого бугорка, становясь его слугами. Они живут только им и для него. Небольшие плоские бугорки говорят об отсутствии соответствующих качеств. Если на месте холмов располагаются впадины, что, скорее всего, обусловлено слишком выраженными соседними бугорками, то значение меняется на противоположное. На руке находятся бугорки, носящие такое же название, как и пальцы, под которыми они расположены. Бугорок Юпитера, Сатурна, Аполлона, Меркурия. У основания большого пальца холм Венеры, а напротив него, снизу внешней стороны руки, бугорок Луны. Есть еще два холма Марса. Верхний Марс, расположенный между Венерой и Юпитером, и Нижний Марс, находящийся между холмами Луны и Меркурия. Помимо этих главных крупных ладонных бугров, хироманты выделяют и весьма редкий, так называемый холм Нептуна, внизу ладони, у запястья, между холмами Луны и Венеры. Сегодня мы с вами поговорим о холме Луны. Луна – это целомудренная Диана, Феб с серебряным луком. В хиромантии Луна также символизирует бесконечно изменяющееся море, образ каприза, капризный характер. Луна развивает любовь к нетрадиционным знаниям, к религии, дает большое воображение или чрезмерную фантазию вплоть до безумия. Луна – это воображение, идеализм, эмпатичность. Воображение, всегда смотря по способностям каждого. Луна – это мистицизм, заблуждение. Луна находится в сношении с мозгом. Бугорок Луны – бугорок фантазии и каприза. Холм Луны располагается ниже линии головы, напротив холма Венеры, ниже холма Марса. На ладони бугор представляет собой мясистую подушечку, возвышение, отделяющееся от холма Марса линией головы, а от холма Венеры – линией сердца. Луна – это фантазия, мистицизм, воображение, которым она одаривает, интуиция, идеализм, эмпатичность. Помимо этих качеств, которые дает Луна, она еще дает тихую меланхолию, душевное спокойствие, целомудренность,
сентиментальную поэзию, изобретательность, элегичность, любовь тайны, уединение и безмолвие, грезы, обширные большие желания, обдуманность, гармонию музыки, любовь к путешествиям, медиальность, стремление к иному миру. Этот холм – средоточие внутреннего скрытого мира, представляющий тайную сторону эмоциональной жизни и бессознательных действий. Луна определяет некую врожденную, пассивную часть сознания и подсознания, определяя творческие способности и богатое воображение. В искусстве познания людей Луна, по словам астрологии, имеет под своим управлением мозг, желудок, кишки, мочевой пузырь. Нормальное развитие этого бугра характеризует человека целомудренного, кроткого, чистого сердцем, одаренного пылким, живым воображением, интуицией, склонного к мечтательности, сентиментальности и мистицизму. К этой эмоциональной восприимчивости и романтизму такой натуры добавляется артистичность, любовь к красивым вещам и необъяснимое благоговение перед морскими просторами. Такой человек может потратить всю свою жизнь на поиски гармонии и красоты, покоя и безмятежности, среди которых он мог бы счастливо жить. В меру развитый бугорок Луны – мечтательность, хорошее здоровье, воображение, смутные желания, целомудрие, кротость, чистота сердца, сильная интуитивность, сентиментальность. Как бы ни был силен бугорок, но с одной уже линией он волнует предчувствиями, а с несколькими линиями он беспокоит. Лунный бугорок без морщин указывает на спокойное воображение. Чем ближе холм Луны находится к запястью, тем ярче выделены интуитивные и творческие способности личности. Если холм Луны хорошо развит, это указывает на то, что его обладатель энергичен и имеет богатое воображение. Если у человека холм увеличивается по направлению к запястью, это может, однако, говорить о том, что потенциальную творческую способность тормозит чрезмерная чувствительность, которая не дает человеку преуспеть в его жизни. При развитии нижней части холма Луны человек все время стремится к невозможному и нереальному. У него столь силен дар воображения, что фантазии зачастую преобладают над разумом. Именно поэтому столь ранимая натура предпочитает жить своими мечтами, в которых прячется от реальности. Холм Луны, смещенный к запястью, выдает сказочное воображение, позволяющее витать в облаках. Впрочем, освобожденные силы для истинного вдохновения позволяют своему владельцу всерьез реализовать свои паранормальные способности. Если же хорошо развита лишь верхняя часть холма Луны, мясистая подушечка под холмом Марса, то обладатель руки, будучи наделенным прекрасным воображением, умеет неплохо анализировать и мыслить логически. Именно поэтому он в состоянии справиться с трудностями и непредвиденными ситуациями. Ему подходит профессия, в которой он сможет проявить свою оригинальность и живой ум. Возможно, ему уготован путь замечательного педагога или известного писателя. В том случае, когда обозначена только средняя часть холма Луны, человек обладает отличной деловой интуицией, его профессия требует соединения творческого мышления, воображения и материально-технического обеспечения. Однако успех в этом деле определяется лишь субъективными способностями. Кроме своего идеального расположения, холм Луны может быть смещен в ту или иную сторону, что накладывает отпечаток на его хиромантические характеристики. Так, если холм Луны смещен к центру ладони, это означает, что человек умеет командовать людьми и вести их за собой. Он всегда осторожен, обладает быстрой реакцией и глубокими неординарными мыслями.
Именно такое сочетание агрессивности и воображения помогает быстро продвигаться по карьерной лестнице. В том случае, когда холм Луны расположен на ладони выше, чем в идеале, сильное и яркое воображение создает стремление к искусству и творчеству и постоянный поиск гармонии. Этот признак свидетельствует о способностях творца инноваций, трансформирующего свое воображение в здравые, зрелые идеи. Ситуация, когда холм Луны смещен к внешнему краю, основанию ладони, означает, что безудержное воображение соседствует с порочным чувством, доставляющим значительное беспокойство. Оно может вызывать ревность, зависть, подозрительность. В результате человек вынужден все время быть начеку, защищаясь от мнимых врагов, иногда даже от семьи и друзей. Заметно развитый холм Луны наблюдается на руках романтиков, идеалистов, художников и писателей. Известно, что степень творческой одаренности в хиромантии определяется величиной изгиба ребра ладони со стороны мизинца, так как этот изгиб, как правило, образуется за счет хорошо развитого холма Луны, которая управляет творческим началом. Выпуклое ребро ладони является прямым указателем творческой одаренности человека. Если холм Луны не слишком выражен, это означает, что у человека прагматический подход к достижению собственной мечты. Он не желает рисковать всем ради полета фантазии, независимо от того, насколько при этом одарен творческим воображением. Чрезмерность бугорка Луны дает капризность, необоснованное воображение, неправильное воображение, подозрительность, раздражительность, а с линиями, усиливающими действие, чувство безнадежности, постоянное недовольство, чрезмерную подвижность, хлопоты, невыполнимые желания, печаль, тоску, суеверие, фанатизм, ошибочность, мигрень. Чрезмерно развитый холм Луны выдает субъекта, склонного к печали и грусти, на фоне изменчивости характера и капризности, эксцентричности и лени. Безосновательное отчаянное и постоянное недовольство, подхлёстываемое ничем не сдерживаемой фантазией, заставляет человека гнаться за неисполнимыми, нескончаемыми желаниями и мечтами. Столь необузданная сила воображения в сочетании с реальным бессилием может породить фанатизм и суеверие. Такие люди нередко страдают мигренью, депрессиями, истерией и более серьезными нервно-психическими расстройствами. Более стойкие личности всю жизнь проводят в поисках идеальной гармонии и самоанализа. Нередко человек с очень большим холмом Луны является правдолюбивым, судьей чужих достоинств и недостатков. Слишком выпуклый холм Луны – это безумное воображение, мечтательность, неспокойствие духа, а слишком вытянут – чрезмерное воображение и чувствительность. Чрезмерное развитие – это любовь к роскоши и золоту. Такие люди азартны и всегда трезвы. Плотный холм Луны – это сильное воображение, возможен писательский талант. Высокий и твердый бугор Луны означает творческого человека с сильным и плодотворным воображением. Высокий и мягкий бугорок Луны означает человека обидчивого, чувствительного, раздражительного. Если же холм Луны кажется господствующим вследствие своей ненормальной величины, притом он сильно изрезан, а ладонь, кроме того, жесткая, это означает, что слишком бурная фантазия направлена по ложному пути, грозящему самыми опасными поступками. В том случае, когда холм Луны столь велик, что доходит до бугра Венеры, мы имеем дело с необыкновенно страстной, эмоционально несдержанной натурой. Если же холм Луны локализован близко от холма Венеры, то происки воображения вызывают у человека негативные эмоциональные реакции, которые, в свою очередь, порождают еще большие страхи.
Таким образом, личность становится жертвой своих собственных иллюзий. Холм Луны небольшого размера говорит о том, что человек мечется в поисках своего места в жизни. Иногда на сердце пустота, и он считает часы до окончания дня. Иногда же в окружении воодушевленных людей его осеняют новые идеи, и он ждет удачного момента в жизни, который наградит за все прошлые неудачи. Плоский и слаборазвитый холм Луны – частый признак отсутствия воображения, холодности, нетерпимости, что вместе создает впечатление несимпатичного, слабого человека, физически пассивного и подверженного колебаниям. Если же холм Луны отсутствует, вообще его нет, это означает внутреннее беспокойство и недовольство самим собой и своим окружением. Такого человека отсутствует воображение, недостаток идей, поэзии, сухость в отношениях, добропорядочности. Ему присуща черствость. По большому счету, обида на мир выдаст отсутствие разумности. Если подвести итоги вообще о положительных, позитивных качествах бугра Луны, то это восприимчивость, поиск истины, интуиция, развитое воображение, изобретательность, мечтательность, любовь к прекрасному. Если же говорить об отрицательных, негативных качествах, это болезненная впечатлительность, суеверие, страх, подозрительность, плен иллюзий, недостаток объективности, беспочвенные фантазии, печаль, мрачное настроение, заблуждение, апатия, сниженная физическая активность. А теперь давайте немного поговорим о науке хирологии, которая исследует взаимосвязь между знаками на руках и физическими, психическими и умственными характеристиками человека. Знаки на холмах, в частности на бугре Луны, вносят свои коррективы. Итак, знаки и линии на холме Луны. Итак, первое. Звезды. В большинстве своем звезды все означают несчастные случаи. Звезда на бугорке Луны означает лицемерие, предательство, притворство, низость. Это человек, которого следует избегать. Звезда на холме Луны может указывать на опасность утонуть. В хиромантии прошлых веков звезду на холме Луны рассматривали как свидетельство хронической болезни. Звезда на холме Луны указывает на щедрый дар воображения. Она говорит о том, что человек получит большую известность благодаря своему богатому воображению. Этот знак указывает также на блестящий ум, предвещает великое достижение как результат творческого мышления. Этот знак часто встречается на руках великих мыслителей и философов. Люди со звездой на лунном холме верят в то, что главным в жизни является поиск истины и света. Их идеи часто воплощаются в реальность в самом недалеком будущем. Они способны идти на риск, но не могут хранить в тайне свои секреты. Кресты в большинстве также недобрые знаки. Крест на бугорке Луны – это водобоязнь. Знак этот бывает у лжеца, у человека, который сам обманывается, который лжет самому себе. Если крест маленький, то это мистицизм, а если крест велик, то это склонность к галлюцинациям. Крест около браслета – это наследство в старости. Луна, под властью которой стоят воды, может означать опасность, которая грозит человеку. Крест на холме Луны – это кораблекрушение, наводнение, возможность утонуть. Такой знак издавна обозначал потенциальную опасность от воды. Также крест на холме Луны говорит, что возможность обладатель руки сплетник не задумывается о последствиях своих действий. Крест на холме Луны означает также самообман, пагубное пристрастие, склонность жить в мире грез, извращенное воображение и даже период душевной болезни. Квадрат – это всегда благоприятный знак. Он усиливает качества, которые символизируют планеты.
Давайте посмотрим на квадрат на холме Луны. Он одаривает индивидуума мудростью, высоким интеллектом, умением справляться с неприятностями, пока они не переросли в неотвратимую беду. Этот знак приносит удачу и защищает от опасности человека, которому приходится часто совершать деловые поездки. Исходя из того, что холм Луны управляет воображением, квадрат на нем дает защиту от иллюзии, пагубных пристрастий и чрезмерно активных разрушительных вымыслов. Этот знак также защищает от повреждений во время занятия спортом и активных физических нагрузок. Квадрат – это уравновешенность, защита от отрицательных свойств Луны. Треугольник на бугре Луны – это практическое воображение, изобретательный ум. Это разум, мудрость в мистицизме. Этот знак говорит о том, что обладатель умеет интуитивно правильно оценивать людей и предвидеть результаты их поступков. Этот знак свидетельствует о наличии самых различных способностей к научной, литературной деятельности или художественному мастерству. Такой человек обладает живым воображением и не боится высказывать свое неординарное мнение. Треугольник на холме Луны – это проникновение в тайны искусства. Круг на холме Луны – это традиционно считается предупреждением об опасности утонуть. Возможно, обладателю такой руки нужно отказаться от любых экстремальных видов спорта. Решетка или пересеченные линии всегда символизируют препятствия. Решетки на бугорке Луны – это спазмы, недовольство, неудовлетворенность. Также печаль, вечно печальное настроение духа, вялость, беспокойство, хворь, нервные припадки, у женщин истеричность. Решетки на бугре Луны – это затруднения, непрестанное недовольство, спазмы, воображение, всегда открывающие во всем печальную сторону. Человек подвержен химерам, эгоист, ревнивец, сварлив, недоволен. Он страдает от стрессов, необоснованных страхов, часто преувеличенных переживаний, беспокойства. Такие люди волнуются даже тогда, когда все вокруг них спокойно. Остров на бугорке Луны – это интуиция и ясновидение. Жилки и борозды на бугорке Луны говорят о том, что человек более других способен к видениям, а также к пророческим снам. Люди, имеющие жилки и борозды на бугорке Луны, более других способны к предчувствиям, пророческим снам и видениям. Бороздки на холме Луны свидетельствуют о наличии духовных или интуитивных способностей. Много параллельных бороздок – это капризы, выдумки, бредовые идеи. Характеристики холма Луны меняются в зависимости от его иссеченности линиями. Если холм Луны гладкий, то это указывает на душевное спокойствие, фантазии данного субъекта подчиняются его разуму и не беспокоят его душевную жизнь болезненными проявлениями. Гладкий холм Луны – это реализм, стабильность, спокойное чувство. Единая прямая линия на холме Луны свидетельствует о беспокойных предчувствиях. Глубокие линии к запястью – это болезненное воображение, мании, одержимость. Большее число линий – это признак беспокойного характера, поэтому иссеченные линиями бугор Луны присутствует на руке у людей скверных, вечно недовольных собой и окружающими, склонных к грусти, мрачности, фанатизму, обладающие при этом поистине ослиным упрямством. Если же эта область руки покрыта морщинами и к тому же слабо обозначена, то сей факт указывает на беспокойство, капризность, нервную чувственность. Морщинистый бугор Луны, развитый сильнее остальных и притом на жесткой руке, бывает у людей, которые вследствие ненормального развития своего воображения склонны к опрометчивым поступкам. Много путанных линий – это испорченная фантазия. Горизонтальные линии от края руки – это путешествие.
На этом ладонном бугре локализуются также так называемые линии путешествий. В том случае, когда единственная или парная линия тянется от основания через центр холма, у человека появляется желание побывать в местах, связанных с его предками. Возможно, ему хотелось бы понять, что является истинной основой его жизни и помыслов. Несколько линий, идущих через холм Луны, усиливают тягу к путешествиям, к малоизвестным и отдаленным уголкам. Такому человеку стоит выбрать профессию археолога, спелеолога, натуралиста или экскурсионного гида. В случае, когда через холм Луны тянется линия с вилкой на конце, человек озабочен собственным здоровьем, но все эти страхи сильно преувеличены. Страсть к путешествиям позволяет сразу забыть о всех болезнях. Длинная горизонтальная линия, берущая начало от основания и заканчивающаяся на холме Луны треугольником, предсказывает оставаться благоразумным и уступчивым, пользуясь поддержкой окружающих. У такого человека развита чуткая интуиция, тяга к оккультизму, приуроченные к поиску истины. Остров на такой горизонтальной линии означает, что человек пребывает в тревоге, мучает себя подозрением отчетности и бесплодности своих действий. Он жаждет найти выход из положения, но все эти терзания только истощают жизненную энергию. Линия интуиции – это таинственность. Линия интуиции и таинственности представляет собой полукруг, идущий от холма Меркурия к холму Луны. Линия интуиции говорит о чувственной натуре с очень развитым чувством интуиции, предчувствия, предвидения. Иногда самые преобразованные обладатели этой линии могут объяснить самые запутанные проблемы. Линия интуиции чаще всего встречается у женщин и у людей философского и артистического типа. Линия интуиции указывает на способность сочувствовать инстинктивный ум, интуитивное суждение. Идеально выраженная линия принадлежит провидцу, очень проницательному человеку. Будучи расположенной на холме Луны, эта линия символизирует печаль и даже несчастье. Крест на линии интуиции говорит о заблуждениях. Линия сладострастия является странным и необычным знаком. Она идет полукругом, соединяя холм Луны с холмом Венеры или от холма Луны к запястью. Линия сладострастия говорит о большой страстности, чувственности, и там, где она пересекает линию жизни, ее обладателя ждет смерть от злоупотребления удовольствиями, а не от плохого здоровья. Если эта линия идет от бугра Луны к запястью, то ее обладатель имеет очень большое воображение, сладострастные мечты и желания, влечение к наркотикам и алкоголю. Если при наличии линии сладострастия линия ума разорвана или она загибается к холму Луны, то это экстравагантность и чувственность. В конце концов, это карьера в жизни.